Всем привет! Я очень ждал, когда именно в России начнутся продажи очень интересного флагманского смартфона от компании Motorola, а именно Edge 30 Pro. И вот на днях компания Motorola заявила, что уже готовится к запуску и предлагает подписаться на извещение о выпуске. Но это еще не все. Дело в том, что на днях в сети были опубликованы качественные рендеры еще одной модели от компании Motorola среднего уровня под названием Moto Edge 2022. Как можно догадаться, гаджет идет на смену модели с аналогичным названием, но 2021 года. Начнем с того, что Moto Edge 2021 построен на системе от компании Qualcomm, а именно Snapdragon 778G. Это 8-ядерный чипсет, который был анонсирован 19 мая 2021 года и изготавливается по 6-нанометровому техпроцессу. Он имеет одно ядро Creo 670 Prime Cortex A78 на 2.4, 3 ядра Creo 670 Gold Cortex A78 на 2.2 и 4 ядра Creo 670 Silver Cortex A55 на 1.9 ГГц. А вот смартфон Moto Edge 2022 получил процессор Dimensity 920. Это также 8-ядерный чипсет, который был анонсирован 11 августа 2021 года и изготавливается по 6-нанометровому техпроцессу. Он имеет 2 ядра Cortex A78 на 2.5 и 6 ядер Cortex A55 на 2.0 ГГц. Если судить по тестам, то в плане производительности используемая в Edge 2022 система ничуть не быстрее системы в Edge 2021. На мой взгляд, это очень странное решение компании оставить, можно сказать, устарелый процессор в новом гаджете. А так смартфон получил очень много интересных решений. О них я сегодня вам и расскажу. А теперь поподробнее. С вами канал Первый Обзор. Поехали! Минуточку внимания. Я напоминаю, что сейчас на данный момент я полностью перехожу с YouTube в Яндекс.Дзен. Подпишитесь, кому нравится мое творчество, на меня в Яндекс.Дзен. Почему? Потому что там будут выходить ролики регулярно. И там вы будете получать всегда свежие новости. Почему я перехожу на Яндекс.Дзен? Потому что YouTube не платит нам. То есть действительно уже тяжело многим блогерам вести свой YouTube канал. Почему? Потому что нет денег. Вот такие дела. Кому нравится мое творчество, спасибо вам за подписку. Первое, что можно заметить в плане дизайна Edge 2022 года, очень похож на все последние модели компании Moto. И даже на смартфон Edge 2021 года. Дисплей новинки будет, на мой взгляд, отличным. На 6,5 дюйма разрешением 2460 на 1080 пикселей. Максимальная кадровая частота экрана составит все те же 144 Гц. А вот частота дискретизации сенсора до 576 Гц. Технология экрана будет POLED. Суть технологии состоит в том, что каждый пиксель дисплея представляет собой отдельный источник света. Большой размер пикселя позволяет получить гораздо более высокое разрешение, плотность пикселя и, следовательно, качество изображения. Также хочу напомнить, что смартфон Edge 2022 станет компактнее предыдущего поколения при сохранении емкости аккумулятора. И это неплохо. Аккумулятор, кстати, будет на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки 30 Вт. Turbo Power, как у Edge 2021. А основой для данной технологии является тот факт, что аккумулятор способен потреблять гораздо большую мощность при низком уровне заряда. Управлять смартфоном можно будет и при помощи стилуса. Да, уже можно сказать Note, но как мы знаем, сейчас только компания Samsung держит вот эту нишу. Moto Edge 2022 получит новую камеру с датчиками разрешением 50, 13 и 2 мегапикселя. В модуле с основным датчиком будет система оптической стабилизации изображения, а сенсор наименьшего разрешения будет задействоваться лишь для анализа глубины сцены. Также новинка сохранит 32 мегапиксельную фронтальную камеру, как и в прошлом поколении смартфона. То есть можно сказать, что набор, достаточно средний, но, как мы знаем, компания Motorola уделяет очень много времени для создания
отличной камерой. Что касается конфигурации памяти, то у Moto Edge 2022 будет две: 6, 128 и 8, 256 гигабайт. Оперативная память выступит LPDDR5 в режиме активной работы. Энергопотребление смартфона с новой памятью снижается примерно на 10%. В режиме сна дела обстоят еще лучше благодаря новому режиму глубокого сна, который гарантирует, что LPDDR5 потребляет на 40% меньше энергии в режиме ожидания по сравнению с LPDDR4X. Своя флеш-память выступит UFS 3.1. Напоминаю, эта модификация добавляет энергонезависимый буфер NAND, нужный для увеличения скорости записи, а также функцию, помогающую переводить накопитель в режим сна. Также хочу напомнить, что накопитель может информировать другие комплектующие о тротлинге, что позволяет системе оптимизировать производительность при перегреве. То есть все продумано, все на высшем уровне. Ну что же, ребята, на мой взгляд, с каждым годом компания Motorola удивляет многочисленных фанатов, а также простых пользователей. Я, если честно, думал, что данная компания вообще не выдержит конкуренции, потому что сейчас на рынке есть и Realme, есть и Xiaomi, есть и Samsung, Apple и так далее. То есть действительно очень много производителей, которые, достаточно неплохо себя показывает на данный момент. Но, как мы видим, Motorola, конечно же, работает не на рынок России, Беларуси и так далее. Она работает на свой рынок, но все же смартфоны до нас доходят, и смартфоны действительно заслуживают внимания. Самое первое, что хочется отметить, они не такие дорогие. Да, первоначально они, конечно же, стоят ого-го сколько, но стоит подождать, примерно месяц, 2-3 после презентации, после начала продаж, и вы увидите, как ценник на данный смартфон снижается. И это очень хорошо, на мой взгляд, потому что мы получаем достаточно неплохие гаджеты. Кстати, Motorola выпускает не только смартфоны, потому что мне как-то один мой подписчик написал: что там Motorola? Что Motorola? Выпускает какие-то смартфоны, пару штук в год, и все. Нет! Данная компания выпускает наушники, данная компания даже, я видел, выпускает телевизоры. Да, они не для массового производства, но все же это очень интересный бренд, который заслужит внимания. Так вот, по поводу Edge 2022 года. Самое главное, что мы тут получим процессор Dimensity 920. Да, это не совсем самое мощное решение на данный год. Да, он выполнен по 6-нанометровому техпроцессу. Да, он достаточно неплохой, но все же в таком смартфоне, хотелось бы чуть-чуть повыше процессора, потому что от процессора зависит все. Вот такие дела. Кому понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем спасибо, всем пока.